Готы. Завоевание Рима. В 408 году Рим впервые за сотни лет был осажден варварами. В прошлом его победы и блестящие армии, льстивые вожди врагов и трепещущие соперники. Город остался без полководцев после казни Стилихона. Империя распалась и конфликтует друг с другом. Галлия захвачена германцами и узурпатором Константином. А у самых границ Италии вновь появились железные всадники Алариха, первого короля готов. Император казнил полководца Стилихона по обвинению в связи с готами и желании захватить власть. В народе началась кампания против германцев, и римляне нападали и убивали их без разбора, даже тех, кто давно был на их службе. Почти 30 тысяч беженцев пришли к Алариху в Иллирию с рассказами о римских зверствах. Аларих начал переговоры с Римом о дани и статусе, не касаясь темы резни, но император Гонорий на волне антигерманских настроений дал полный презрения ответ. Вождь готов пришел в ярость. Войско Алариха спешно вошло в Италию и направилось прямо в Рим, не устраивая осады попутных городов. Гарнизоны в ужасе разбегались от германцев, а рабы и лихие люди продавали им свои услуги и мечи. Рим был взят в кольцо и осажден, а император Гонорий бежал в Равенну. Когда трупы горожан, умерших от голода, заполонили улицы, наместник Гонория казнил еще и жену Стилихона, которая якобы тоже шпионила для готов, и обвинил ее во всех бедах. Когда римские послы сообщили Алариху, что горожане будут биться до последнего, он рассмеялся и сказал, что густую траву косить легче, чем редкую. Он потребовал все имущество римлян в обмен на снятие осады. Когда же римляне спросили, а что же тогда останется им, Аларих ответил: «Ваши жизни». В отчаянии Папа Римский даже разрешил провести в Риме языческий обряд, так как якобы он помог одному из мелких городков снять осаду готов. Но никто из горожан не осмелился стать его жрецом. Рим согласился на условия Алариха и подготовил все ценное имущество, а также 40 тысяч рабов. Готы сняли осаду, однако расположились неподалеку, не желая уходить из Италии. Посланный Гонорием из Равенны далматийский гарнизон из 6 тысяч легионеров был полностью уничтожен готами еще на подходе к городу. Тогда Аларих выдвинул свои требования для мира. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям. Ежегодная дань золотом и зерном. Право заселения Северной Италии. Римские послы просили императора дать тщеславному Алариху и римский титул, но Гонорий гневно отверг все предложения и нанял 10 тысяч гуннов для борьбы с Аларихом, однако сообщений об их участии не находится. Вероятно, они просто предали Рим. Аларих смягчает требования ежегодная дань зерном. Право заселить только на Рик. В ответ защищать Рим от иных варваров. Гонорий снова отвергает предложение и дает клятву никогда не мириться с готами.
И тогда Аларих делает неожиданный ход. Он окружает Рим, захватывает портовый городок Остию, где все имперские запасы зерна, и предлагает римлянам низвергнуть глупого Гонория с трона. Первое падение Рима. Под угрозой голода римляне соглашаются на условия Алариха, избирают нового императора Приска Атала, а вождю готов дают титул своего главнокомандующего. И теперь уже Равенна, где засел Гонорий, становится осажденной. После долгой осады неприступной крепости среди утесов и скал, Аларих решил отступить и сделать своей ставкой нынешний итальянский Римини, ожидая лучших времен. Прииск Атал не стал куклой в руках Алариха, он начал проводить собственную политику, пытаясь вытеснить власть готов, и Аларих однажды просто публично лишил его власти, отослав все императорские атрибуты обратно Гонорию. Это жест император, уставший жить в изгнании, оценил благосклонно и согласился на переговоры в Равенне, где все склонялось к положительному исходу, если бы не случай. Атаульф, один из военачальников Алариха, встретил другого гота Сара военачальника у Гонория. Между ними была давняя личная вражда, и устроив поножовщину на 300 человек, эти командиры посеяли подозрения сторон в попытке убийства при переговорах. Переговоры сорвались, и готы в третий раз осадили Рим. 24 августа 410 года город пал. Готы вошли в него без особых помех, через Саларийские ворота, якобы открытые кем-то из горожан. То ли это были доведенные до отчаяния голодом римляне, то ли кто-то из подаренных патрициям Рима готами 300 рабов по условному знаку открыл двери. Но впервые за 8 веков Рим пал. 2 дня готы жгли и грабили город, однако не трогали церкви и даже молящихся Христу людей. На третий день, взяв то немногое, что еще оставалось ценного в Риме, готы двинулись на юг. Их подгоняли вести о том, что из Восточной империи прибыло огромное войско, чтобы покарать варваров за осквернение Рима, а также давние планы Алариха захватить Африку-житницу империи и навсегда покончить с голодом для его племени. Нанятый готами огромный флот ждал их на южном побережье Италии. Но на второй день пути буря и шторм разметали флотилию, многие готы погибли, а сам Аларих был вынужден снова идти на север, в свои владения, где в 410 году, на середине пути, он умер. Алариху было всего 40 лет, он скончался от внезапной болезни и не оставил преемника. Король готов, который угрожал и западной и восточной частям империи, почти победив обеих. Новым королем стал Атаульф, уже известный по резне в Равенне, по некоторым данным, брат одной из жен Алариха, или просто самый яростный из его воинов. Осознав, что в Италии больше него делать, Атаульф реанимирует планы Алариха поселиться в Галлии, которую просто рвут на части римский узурпатор, франки, аланы и бургунды. Формально являясь федератами, готы были радушно приняты в Галлии, им открывали ворота городов, а Иовин, еще один претендент на трон Галлии, захваченный узурпатором Константином, объявлял их своими союзниками. Атаульф имел на все это свою точку зрения и заявил, что готы – единственная легитимная римская власть в Галлии. Здесь снова он встречает своего врага Сара, который служит уже новому властителю, и в какой-то героической битве, достойной скандинавских саг, где 10 человек Сара противостоят сотне бойцов Атаульфа, Сар, наконец, будет убит, зажатый щитами и отчаянно сопротивляющийся. Атаульф последовательно уничтожает всех гальских узурпаторов, привозя их головы в Равенну на копьях. Но и тут готов преследует голод. Они грабят страну и нарушают сельскохозяйственные земли, что привело сначала к голоду, а потом к войне с римлянами, которых готы обвинили в умышленном срыве поставок продовольствия. В битве с римлянами ослабевшие готы терпят поражение, а сам Атаульф получает тяжелое ранение. Тем не менее, ему удалось достичь шаткого мира, и Атаульф, презрев традиции, женится на римлянке императорских кровей. Это был очень смелый шаг, как для готов,
которые не приветствовали такие браки, так и для Рима, ведь его сын мог претендовать на трон. Неоднозначность момента заключалась и в отходе готов в Испанию с попутным разрушением и разграблением гальских городов. А пока править империей принудили все того же прииска Атала, которого готы возили с собой. Обосновавшись в Барселоне, готы вытеснили оттуда вандалов, но потеряли гораздо больше. Сначала умер малолетний сын Атаульфа, а затем он сам был убит на своей конюшне одним из дружинников. По одной версии, это был сторонник Сара и бывший его телохранитель, по другой – один из слуг Атаульфа, над которым тот постоянно насмехался из-за небольшого роста. Празднеством встретили смерть Атауфа в Константинополе, а его преемником стал Сигериг, брат все того же Сара, его личного врага. Первым приказом Сигерика стало убийство всех 6 детей Атаульфа, а императрицу он повелел поставить впереди своего коня и так водить по улицам. Пиры и грабежи загремели во всех землях готов, и воцарился хаос. Такой великий правитель правил всего неделю, после чего сам был сражен подосланным убийцей. Снова темные времена настали для готов. Их королем стал некий безродный гот Валия, который отвез жену Атаульфа обратно римлянам в обмен на запасы зерна. Мечты Алариха о племенном союзе с Римом рухнули окончательно. Но это дало готам шанс на мирную и сытую жизнь. Рим в ответ дарует им земли в Аквитании, где они могут свободно селиться. Конечно же, не из-за щедрости, а от того, что иначе их приберут еще более свирепые варвары. И пока готы расселялись в новых землях, император Констанций старательно и быстро восстанавливал римскую мощь, чтобы нанести им смертельный удар. Пишите, понравилась ли вам серия об истории готов. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.